Медсестра Элли, работая в отделении интенсивной терапии, как обычно следила за состоянием пациентов, когда ее внимание привлек Джейкоб. Мужчина, находившийся в глубокой коме уже более 4 месяцев. Она заметила едва уловимое движение его пальцев. Это не был рефлекс, скорее осознанный жест. Элли тут же вытащила телефон и набрала номер лечащего врача, доктора Райана. Голосом, полным волнения, она описала странное поведение пациента, подчеркивая, что движение было не характерным для его состояния. Вскоре в палате собралась группа врачей. Проведя срочные нейрофизиологические тесты, они обнаружили слабую, но стабильную мозговую активность. Это вызывало не только научный интерес, но и тревогу. Если сознание Джейкоба начало возвращаться, почему именно сейчас? В течение следующих дней у Джейкоба начали проявляться новые признаки пробуждения. Мимические реакции, едва заметные движения головы в ответ на вопросы Элли. Она, не теряя надежды, решила попробовать общение через символы и положила рядом с ним блокнот и маркер. На 3-й день Джейкоб начал медленно писать. Его рука выводила буквы и цифры, сначала бессвязные, но вскоре вырисовалась последовательность, похожая на координаты. Райан подключил к делу полицию. Координаты указывали на заброшенное промышленное здание на окраине города. Полицейские прибыли по указанному адресу. Это оказалась старая подземная лаборатория, закрытая десятилетиями ранее. Внутри было темно, пахло ржавчиной и химикатами. В дальнем коридоре они нашли массивную стальную дверь, запертую изнутри. За ней находился мужчина. Потрясенный, растерянный, он не оказал сопротивления. После его задержания дверь была вскрыта. Внутри находилась подросток, девочка лет 13, истощенная, с большими испуганными глазами. Она не говорила ни слова, только крепко жала руку одного из офицеров. Ее срочно доставили в больницу. Оказалось, что Джейкоб и его дочь, девочка по имени Мэдди, были похищены год назад. Мэдди удерживалась в подземном комплексе, а Джейкобу удалось бежать, но он попал в аварию и впал в кому. Перед тем, как потерять сознание, он записал координаты места, где находилась его дочь, надеясь, что кто-нибудь сможет их найти. Теперь, спустя месяцы, эта надежда сработала. Мэдди быстро восстановилась, а Джейкоб, словно почувствовав безопасность дочери, начал выходить из кома. Врачи наблюдали настоящее чудо. Связь отца и дочери преодолела даже безмолвие и паралич. Когда Мэдди впервые увидела своего отца в палате, она заплакала. Он медленно открыл глаза. Элли, стоявшая в стороне, не сдержала слез. Ее работа, ее забота, ее вера — все оказалось не напрасно. Семья была снова вместе. А Элли поняла, иногда даже слабейшее движение может стать началом великой истории. Истории спасения, любви и непобедимой воли к жизни. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.